know that in the next years we have problems with more countries in this position. The next one, looking back, looking forward to the rules of production, speaking about the rules where we are with production. If we are speaking about health and Снижение вреда – это не только и не столько об ответе на ВИЧ. Это значительно шире. Снижение вреда – это обеспечение возможности получить помощь в сфере здравоохранения, в сфере психического здоровья, в сфере благополучия, трудоустройства, возможностей шелтера, помощи в случае опасности для жизни. Фактически это комплекс всех медико-социальных услуг. И именно поэтому, когда мы говорим про устойчивое финансирование, мы говорим о финансировании не только из сферы здравоохранения, но и из социальных бюджетов, муниципальных бюджетов на социальную помощь. И очень важный момент – это не затраты, это инвестиции в жизнь и благополучие людей и местного сообщества, местных муниципалитетов. И поэтому для нас для всех важно сейчас на конференции и вне конференции вдохновиться на дальнейшую непростую работу по адвокации за доступ, за снижение вреда для людей. В программе конференции была отдельная сессия, которая была посвящена программе снижения вреда в тюрьмах европейских. Проводились даже цифры по исследованию, которое четко показало, что на самом деле снижение вреда, услуги снижения вреда, включая заместительную терапию, обмен шприцов и доступ к налоксону, не есть распространенной практикой на уровне, на европейском уровне. То же самое можно сказать про регион Восточной Европы и Центральной Азии. Но в основном пенитенциарные системы — это такие отголоски постсоветской и советской эпохи. И можно смело говорить о том, что на самом деле за последние годы какого-то прорыва, какого-то развития программ снижения вреда в тюрьмах не происходит. Все это происходит на фоне такой общей стагнации программ снижения вреда в мире. И на самом деле, если говорить про важность именно этих программ в тюрьмах, то даже исследования говорят о том, что статистика показывает, что люди, которые употребляют наркотики, приблизительно 70% из них рано или поздно оказываются в тюрьмах. Учитывая то, что проблема общая, и необходимо все-таки какое-то решение, потому что на сегодня в регионе Восточной Европы и Центральной Азии нет такого холдера, который бы именно продвигал развитие программ снижения вреда именно в тюрьмах. Они финансируются по остаточному принципу, и как-то достаточно мало уделяется им внимания. Очень важно, что для региона Восточной Европы и Центральной Азии ключевым барьером по доступу к медицинской помощи и к снижению вреда является криминализация употребления наркотиков и хранения для личных целей. И именно это препятствие и репрессивная наркополитика, и то, как она используется, является для нас ключевым. И мы говорим, что без декриминализации невозможно здоровье общины, невозможно здоровье людей. На конференции снижения вреда было много сессий про программы снижения вреда. Про женщин было меньше. И я задавала вопросы про гендерный аспект. И я услышала один ответ, что у нас недостаточно времени на все. Я хочу, чтобы на женскую тему всегда было достаточно времени на любой конференции. На сессиях, посвященных программам снижения вреда для женщин, употребляющих наркотики в нашем регионе, в регионе Веца, я услышала больше проблем, чем решений. Активистки из нашего региона делились опытом преследования, опытом насилия, опытом ограничения доступа к помощи. И мы, как Международная женская сеть снижения вреда, провели глобальное картирование услуг снижения вреда для женщин, в том числе в регионе Веца. И мы увидели, что этих услуг очень мало. Часто считается, что достаточно просто услуг снижения вреда для людей, а женщины как-то получат эти услуги, не учитывая все барьеры, которые есть у женщин.
Основным заданием полиции нашей страны является защита общества. И мы очень благодарны сегодня организаторам за возможность принятия участия в 5-й конференции европейской по снижению вреда в связи с тем, что для того, чтобы эффективно бороться с проблемой, необходимо знать ее со всех сторон. Такие инициативы, как проект снижения вреда, они очень важны, так как преследуют цель достижения наибольшей меры безопасности для общества. И таким образом мы такие проекты поддерживаем и всегда будем помогать в их реализации. Мы защищаем права каждого человека, который входит в это общество, и нам будет намного легче, если будет взаимообмен информацией. Мы не карательный орган, мы служим и защищаем наших людей, наше общество, наше государство. Поэтому мы будем очень признательны и благодарны, если будет взаимный обмен информацией для блага общества нашего вместе, нас в том числе, и мы не другая часть, мы тоже часть этого же общества. Очень радует, что во время работы конференции большинство все-таки людей понимает, что главной проблемой, главным барьером в наших странах, в странах ВЕЦа, это криминализация людей, употребляющих наркотики. Очень важно встречаться на подобных мероприятиях для того, чтобы перенимать опыт более продвинутых стран и двигаться в сторону декриминализации и в наших странах тоже, потому что криминализация наркозависимых людей становится основным барьером на пути всех программ снижения вреда. При существующем криминализованном законодательстве любые альтернативы, которые нас принуждают к каким-то добрым делам, они не являются для нас альтернативами. Поэтому стоит тогда, когда разрабатываются какие-то подходы, стандарты, стратегии, они должны разрабатываться от самого начала с участием моего сообщества. Тогда это будет эффективно.